Искусственный интеллект уже здесь. Он знает, что ты досматриваешь до 3 минут 42 секунд. Он знает, где ты зеваешь. Он знает, что ты посмотришь это видео, потому что он же тебе его и подкинул. А теперь давай я расскажу тебе, как же все начиналось. Тогда машины были неумелыми, наивными и даже гениальными одновременно. Они не побеждали, они всего лишь пытались понять. Не подменяли людей, но притворялись ими. Именно в этом настоящая магия. И, возможно, немного страха. В 50-х и 60-х годах компьютеры были прям гигантскими. Интернета не было, и Ctrl-Z, кстати, тоже. Экраны светились как приборы из-под лодки, а ученые выглядели так, будто варят компот из математики и кофеина. Искусственный интеллект тогда создавали с нуля, без шаблонов. Только на энтузиазме, дерзости и вечной иллюзии. А вдруг оно получится? И кое-что получилось. Даже слишком хорошо. Джозеф Вайценбаум пишет программу Элайза, чтобы показать, машина не может понимать человека. Она просто копирует фразы, как попугай с дипломом. Ты пишешь ей «мне одиноко», а она тебе отвечает «почему ты чувствуешь себя одиноко?». Она не думает, но она зеркалит. Но люди не поняли. Они начали делиться с нею сокровенным. Даже его секретарша отказалась поверить, что это всего лишь алгоритм. Элайза не была умной, но показала, что людям не нужен разум от машины. Им нужно, чтобы их слушали. Она родилась, когда еще не было интернета, но все еще жива. Элайза не исчезла. Она ждет твое сообщение, твою эмоцию, твою слабость. Ссылка в закрепленном комментарии. Элайза была зеркалом. Но что если зеркало немного треснет, и в нем появится безумие? Психиатр Кеннет Колби пишет Перри. Бота, который симулирует параноидальное мышление. В отличие от Элайза, у него есть настоящая цель – вести себя как пациент с шизофренией. Перри подозревает, обижается, строит теории заговора. Его диалоги похожи на настоящие сеансы терапии. Это, кстати, не случайно. Колби был практикующим психологом. Во время тестов настоящие психиатры не могли отличить Перри от реального пациента. Это был первый случай, когда бот прошел тест Тьюринга. Но он не как разум, конечно, а как расстройство. Тест Тьюринга – это проверка, может ли машина вести себя настолько похоже на человека, что ее невозможно отличить от живого собеседника. Он работал на основе логических правил и запоминал контекст беседы. Его поведение формировалось из внутренней модели паранойи, подозрения, конфликтности, тревожности. Перри был страшен не тем, что он был умным, а тем, насколько он был убедительным в своем безумии. Перри – это поведение. А теперь представь, что мы даем ИИ целый мир. Маленький, кубический, но логичный. Терри Виноград создает Шилдру. Не просто программу, а целую виртуальную вселенную, где бот живет среди геометрических фигур, кубики, шары, пирамиды, и все они подчиняются физике и логике. Ты пишешь «положи красный кубик на синий цилиндр», и Шилдру исполняет. Если нельзя, объясняет. Он помнит, что уже делал, и может вести диалог о прошлых действиях. Это было революционно. Шилдру не был просто чат-ботом, он понимал мир, в котором существовал, пусть он и был примитивным. Он различал формы и цвета, умел отвечать на уточняющие вопросы, а какой именно красный кубик, и даже отказывался выполнять невозможное. Я не могу выполнить задачу. Конус слишком острый, и на нем нельзя поставить кубик. По сути, Шилдру — это ранний прототип контекстного ИИ, у которого есть память, понимание, правила и цель. Шилдру жил в мире логики, а следующий ушел в мир чувств. Без логики, без структуры, но с поэзией. Программисты Уильям Чемберс и Томас Элкотт создают Рактор, один из первых генераторов текста, который умеет создавать не просто фразы, а литературный сюрреализм. Сложное слово. Он пишет книгу под названием «Полицейская борода наполовину построена». Нет, это не метафора, это реальный заголовок. Он упал с пола. Он танцевал с мыслью. Полицейская борода наполовину построена. Это не ошибки, это стиль. Рактор не осознает смысл, но создает эффект осмысленности. Словно ты читаешь безумные дневники какого-нибудь философа киберпанка. Это был предок всех генераторов текста, от AI Dungeon до GPT, только без нейросетей, на жесткой логике и шаблонах. Но хватит поэзии. Пора вернуться к жесткой логике, туда, где машина впервые победила гения. Гарри Каспаров – чемпион мира по шахматам. Его интуиция считается легендарной. Его стиль агрессивный, гениальный и временами даже нечеловеческий. И вот он выходит против Deep Blue, суперкомпьютера от IBM, машины, которая не чувствует. Она просто считает, но до миллиарда ходов в секунду. Первая партия – победа Каспарова. Он торжествует, но дальше
Машина учится, а потом выигрывает. Холодно, без эмоций, только алгоритм. Каспаров был в шоке. Он говорил, что в одной из партий почувствовал, что там сидит человек, но там был только код. И это был переломный момент в истории ИИ. Deep Blue не был творческим, но он показал, что превосходство — это не только интеллект, это и скорость, и расчет. Шахматы — это абстрактный мир, но следующий шаг вполне физический. Машина, которая не просто думает, она едет. Мы ему говорим: рули, рули. Элвин — это первая система автопилота на базе нейросети. Разработана она в университете Карнеги Меллона, у него камера вместо глаз, простая нейросеть вместо мозга. Без GPS, без сенсоров, только камера и дорога. И 110 километров без аварий. Это не фантастика. Это был реальный, пусть и примитивный, но предок Tesla Autopilot и Waymo. Элвин не видел машины и даже не знал правил. Он просто учился по примеру. Вот тебе дорога, вот линия, а вот поворот. Это был первый искусственный интеллект, который взаимодействовал с физическим миром. Первый, кто вышел из текстового окна и прямо в реальность. Пока одни ИИ учились видеть, другие учились замечать. YouTube — это не просто видеохостинг. Это рекомендательная нейросеть, которая знает, когда ты кликаешь, когда зеваешь, на чем завис взгляд и что ты поставишь в очередь. Он знает, где ты поставишь на паузу, где сделаешь перемотку и сколько раз ты пересмотрел фрагмент с котиком. И на основе этого строит для тебя информационный пузырь, ленту, которую ты не выбираешь. Это она выбирает тебя. С 2012 года YouTube работает на Deep Learning, то есть он тестирует миллионы видео в секунду, чтобы понять, что сработает именно для тебя. И ты это смотришь, но не потому, что ты это искал, а потому что он угадал. Это уже не просто зеркало, это система, которая влияет на твои вкусы, эмоции и даже убеждения. Искусственный интеллект был зеркалом, потом стал советчиком, а теперь стал сценографом. Он режиссирует твой день. Мы начали с машин, которые просто повторяли, продолжили системами, которые копировали эмоции, и пришли к алгоритмам, которые принимают решения за тебя. Искусственный интеллект — это уже не будущее, это то, что уже встроено в каждую минуту твоей жизни. И если ты досмотрел до этого момента, поздравляю. Это не ты выбрал это видео, это оно выбрало тебя. Ты не просто зритель этой истории, ты и есть ее продолжение. Подпишись. Не потому что хочешь, потому что я уже знаю, что ты это сделаешь. Притворись, что это твоя идея. Алгоритм оценит искренность, даже если она сгенерирована. Подписка зафиксирована. Предпочтения учтены. Поведенческий профиль обновлен. Канал Plan B. Режим наблюдения продолжается. Вы досмотрели это видео до конца. А значит, я был прав.